65-я категория на этот раз может стать одной из самых напряженных и непредсказуемых. И причина здесь очевидна – возвращение Олега Черкасова. Как ты думаешь, ты сможешь защитить свой титул? Я попробую, постараюсь. Прошлый турнир он забрал уверенно, без лишних вопросов, показав уровень, который сложно оспорить. Посмотрите. Олег Черкасов, уверенная победа, уверенная. Он даже не дал ему сорваться, посмотрите. И теперь главный вопрос. Где он продолжит свое выступление? Привычной 65-й категории или поднимется в 75-ю? Скоро мы узнаем его решение. А пока не будем забывать о еще одном важном переходе. Алан Залоев, который перешел из 75-й категории в 85-ю. Я принял решение выступать в 85-й весовой категории, так как не вижу смысла мне возвращаться в 75 килограмм, где я выступал много лет, доказывал и, как по мне, доказал все, что можно было в данной весовой категории. Будет ли мне комфортно выступать в новой для себя весовой категории? Сейчас я вам не могу дать ответ на этот вопрос. Это мы с вами уже узнаем по результатам моего выступления. На прошлом турнире он выступил в 75-й и занял 3-е место. Да, просто продолжается как бы зеркально тот же поединок, но уже видно у Алана куда меньше сил, чем в первом. Куда меньше сил. Алан не сдается! Весь зал болеет за Алана. Посмотрите, ну просто молодец, просто, ну... Все ждали возможного противостояния Черкасов-Залоев, но на этот раз они оказались в разных направлениях. И теперь Черкасов принял решение изменить категорию. Всех приветствую, я Олег Черкасов, победитель турнира Лиги АМС в 2 весовых категориях. 30 мая в Москве состоится 9-й турнир. И так как мой вес сейчас находится в районе 70 килограмм, то, скорее всего, я выступлю в категории до 65. Встретимся в Москве. Но нельзя забывать и еще один момент. Прошлый турнир показал нам нового участника, который буквально ворвался в категорию и за один вечер снял с дистанции чемпионов. Удивил совсем. Молодой юный, ну, Зиновьева рассматривали, Царикаева рассматривали. Ну, его вообще не рассматривали в качестве победителя. Взял, уверенно победил. Ну, когда он первый раз победил Царикаева, я думал, как недоразумение. Проиграл Зиновьев, ну, я уже начал думать, что-то не то здесь. Посмотри, молодой пробил кисть. Буквально миллиметры! На МС также планирую выступать в 65 килограмм. Думаю, для 75 килограмм еще очень рано. При том, что мой обычный вес 68 килограмм, либо 70. Так что как минимум надо будет набрать еще 5-10 килограмм. Самый сложный поединок, бесспорно, был с Максимом Зиновьевым в финале. Я понимаю, что борюсь против очень опытных спортсменов, но уступать первое место я никому не собираюсь. Я не перестану говорить, 9-й турнир будет максимально интригующим, потому что пока непонятно, увидим ли мы того самого новичка снова на том же уровне. И что будет, если он дойдет до решающей стадии? И главный вопрос, если в финале он встретится с Черкасовым, выдержит ли он этот темп, или нас ждет появление новой звезды? И здесь возвращаемся к еще одной важной истории. На прошлом турнире Алан Залоев встретился с Гашевским в борьбе за 2-е место и уступил, а уже затем в финальной части турнира Гашевский забрал свое, а Черкасов оформил итоговую победу. И тогда же звучит вопрос, изменилось бы что-то, если бы расклад был другим? Конечно, это бы сильно повлияло, но не знаю, какой был бы исход. Мне кажется, что все-таки тебе удобнее Гашевский, чем для Алана. У тебя кисть пожестче работает. Или я ошибаюсь? Я не знаю. Ну, в прошлый раз мы с Гашевским тоже боролись. Но сейчас судьи были повнимательнее к нему, чем в прошлый раз. Поэтому, возможно, в этот раз тоже было бы чуть проще, чем на прошлом АМС. И вот теперь Алан делает новый шаг, переход в 85-ю категорию. И это уже совсем другой уровень конкуренции. И здесь картина становится еще интереснее. В 85-й категории уже идет жесткая борьба. И теперь туда добавляется Алан. Спортсмен, чья форма пока остается вопросом. В 65-й и 75-й своя интрига, свои возвращения и свои лидеры. И в итоге 9-й турнир складывается в одну простую мысль. Здесь нет стабильных сценариев. Есть только спортсмены, форма, момент.